Вор в законе заходит в ресторан своего кровного врага, садится за главный стол, достает телефон и звонит боссу всех боссов со словами: «Я здесь. Выходите 1 на 1 или все вместе». Забудьте сказки о том, что криминальные генералы постарели и потеряли хватку. Забудьте байки о том, что кто-то кого-то проигнорировал. Сегодня мы покажем вам поминутную хронологию того, как на самом деле переписывается история криминального мира Европы. Мы вскроем имена, мы покажем цифры, мы расскажем, кто кому звонил, кто устал от пустых обещаний и как была организована воровская сходка, бюджет и безопасность которой превосходят операции государственных спецслужб. Это канал Crime Time.ru. Снимите розовые очки. Мы начинаем. 17 число. Греция. Город Салоники. Тариэл Аниани, он же Таро, со своей командой берет курс прямо в логово врага. Он не прячется на окраинах, он не ищет нейтральной территории. Таро заходит в большой ресторан, который, по данным нашего источника, принадлежит его главному оппоненту – Лаше Шушенашвили. Он заказывает самый большой стол. Вместе с ним садится узкий круг самых преданных и опасных людей. Ватия, Гагилиани, Ливан Абуладзе и еще несколько кутаисских воров. С точки зрения воровских понятий, прийти в ресторан врага и сесть там хозяином – это высшая форма оскорбления. Это захват территории без единого выстрела. Но Таро пришел туда не есть. Прямо из-за стола в ресторане Лаши он делает первый звонок. Он звонит Бадри, а следом набирает номер патриарха криминального мира Шакро Молодого. Слова Тариэла звучали не как предложение переговоров. Это был жесткий ультиматум диктатора. Он сказал: «Как хотите. Хотите 1 на 1? Хотите, выходите все вместе. Вот моя локация. Я жду». Шакро Молодой, человек, который привык управлять мафией из тени, оказался не готов к такому наглому напору. Долгое время Шакро кормил Тариэла обещаниями. Он клялся, что усадит другую сторону за стол переговоров и организует мир. Но Таро устал ждать пустых слов. Он взял ситуацию в свои руки и застал всех врасплох. Вместо долгих кулуарных бесед он просто выбил дверь с ноги и бросил вызов прямо в лицо. Весть о том, что Таро бросил вызов, разлетелась по преступному миру мгновенно. Десятки воров захотели присоединиться к нему. Но Тариэл действовал как военный стратег. Он не стал собирать толпу в одном месте. Он разделил свою армию и отправил их на 4 закрытые базы. Одна часть людей осела в Болгарии, в Бургасе. Вторая – прямо на границе с Грецией. Еще 2 базы были организованы в самом центре Греции. Вдумайтесь в масштаб. Для этой операции было мобилизовано 65 воров в законе. 65 душ. Это не уличные бандиты. Это титулованные криминальные генералы, каждый из которых имеет свои бригады и бюджеты. И все они, как один, были готовы разорвать оппонентов по первой команде Таро. На второй день Шакро попытался сохранить лицо. Он пообещал, что соберет своих людей, и назначил встречу на 21 число. Было даже выбрано место встречи. Но когда 21 число настало, оппоненты просто не пришли. Они побоялись. Они отказали без причины. Ни Шакро, ни Лаша как и не вышли на прямой контакт. Вместо главных врагов к Таро осмелились приехать лишь 2 кутаисских воров – Тава и Амбраладзе. Эти люди не имели прямого отношения к конфликту, но именно они принесли капитуляцию. Они прямо заявили Тариэлу: «Мы не имеем правды в этом споре. Твоим приездом ты нас уже похоронил». Это было полное, безоговорочное признание поражения. Враг сдался морально еще до начала физического столкновения. 22 число. Исторический день. На границе Греции состоялась грандиозная сходка. И если раньше мы не знали точного состава участников, то теперь мы назовем имена. На этой встрече присутствовало 67 воров. Из уважения к безопасности Таро не взял с собой Мираба Джангвиладзе. Тот находится в розыске Интерпола, и его присутствие могло привлечь лишнее внимание спецслужб.
Но список тех, кто приехал, поражает. Ватия, Ливан Абуладзе, Энцо, Чермен, Иракли, Капала, Илья Самсония, Артем Саратовский, Лаша Нижарадзе, Рамаз Дзнеладзе, Беса Кутаиский, Ливан Цинцадзе, Зура Дгибуадзе, Матевич, Гия Сван, Гига Виблиани и десятки других. Это не была сходка для споров, это была сходка победителей. Все 67 криминальных лидеров единодушно подошли, пожали руку Тариэлу Аниани и поздравили его с победой. В этот день, 22 числа, Таро поставил жирную точку. Конфликт окончен. Грекам было передано последнее, финальное предупреждение. Они обязаны сидеть тихо и не пытаться диктовать свои условия. Вопрос был закрыт навсегда. Но если вы думаете, что сходка — это самое интересное, вы ошибаетесь. Самое невероятное в этой истории — это то, как охранялся босс. Вопрос безопасности этого мероприятия был организован на высшем военном уровне. Никаких случайных людей, никаких братков у дверей. Небо над сходкой контролировали профессиональные боевые и разведывательные дроны. Операторы беспилотников держали под контролем периметр в радиусе от 5 до 6 километров. Каждая машина, каждый человек, любое движение вокруг места проведения сходки фиксировалось с воздуха в реальном времени. Организаторы подготовили 3 независимых пути отхода на случай форс-мажора для всех участников. И самое поразительное, после окончания сходки эти дроны не просто свернули. Они сопровождали кортеж Тариэла Аниани с воздуха на всем протяжении пути, вплоть до границы с Италией. Мафия использовала технологии государственного уровня – воздушный эскорт на территории Евросоюза. Источник, передавший эти данные, сам признает – такого еще не было никогда. Это новый уровень криминальной игры, где побеждает тот, у кого есть не только дерзость, но и передовые технологии. Идеальная операция – это та, после которой полиция думает, что она кого-то поймала, пока главные фигуры спокойно уходят. До самого утра, пока шла сходка, не произошло ни одного инцидента. Утром все 67 воров разъехались по разным сторонам. Единственное, что произошло, это события 2 и 3 дня. Болгарская полиция проводит аресты. В аэропорту Бургаса вяжут от 5 до 6 человек. В Софии задерживают еще от 3 до 4 авторитетов. Их арестовывают и депортируют. Пресса взрывается заголовками: «Облава на воров», «Сорванная сходка». Но теперь мы понимаем, это был просто отвод глаз. Громоотвод. Пока полиция радостно паковала рядовых участников в Болгарии, сам Тариэл Аниани спокойно, без единой проблемы и в полной безопасности покинул Грецию. Никаких арестов, никаких проблем с полицией. Он пришел, спровоцировал врагов, собрал армию, закрепил свою абсолютную власть и растворился под прикрытием дронов. Этот инсайт ставит крест на всех догадках. Криминальный мир Европы полностью лег под одного человека. Те, кто пытался строить интриги из Москвы, оказались бессильны перед грубой, технологичной и безоговорочной силой. Аниани доказал, старые понятия работают только тогда, когда за ними стоят 65 преданных генералов и профессиональная разведка с воздуха. Это Crime Time.ru. Мы не пересказываем слухи, мы вскрываем систему изнутри. Пишите в комментариях, ожидали ли вы такого масштаба от современной мафии? И готовы ли конкуренты смириться с таким тотальным разгромом? Или это лишь начало новой, еще более страшной войны? Подписывайтесь на канал, берегите себя и думайте своей головой.